Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Ужасная трагедия в маленьком городе. Жестокая смерть двух маленьких девочек. 6 сентября, Киселевск, Кемеровской области. Две десятилетние девочки после уроков вышли из школы и пошли домой. Маленький городок, где все друг у друга на виду, но по пути школьницы исчезают. Ночью в поисковый отряд Лиза Алерт обращается мать одной из девочек. Поиски начались сразу же, чуть позже к отряду обращается мама и второй пропавшей девочки. Волонтеры стали расклеивать ориентировки, опрашивать очевидцев, патрулировать улицы и просматривать записи с камер видеонаблюдения. Поиск расширился, задач было все больше. Прочес местности, проверка маршрутов от школы до домов девочек, осмотр пустырей и заброшенных зданий, обзвон больниц. К поиску стали присоединяться горожане. Всего в поисковой операции приняли участие 25 обученных поисковиков отряда Лиза Алерт Кемеровской области. На место выехали поисковики из Новосибирской и Томской областей, а также Красноярского края. В штабе поиска были зарегистрированы и искали девочек около 120 местных жителей. Мы разместили около 2500 ориентировок, получили около 500 звонков на горячую линию отряда и телефоны инфоргов, рассказали в Лиза Алерт. Практически сразу же в МВД сообщили, весь личный состав города подняли на поиски пропавших девочек. Утром 7 сентября региональный следком заявил, что по факту исчезновения девочек возбуждено уголовное дело. В Киселевск тут же выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. В это же время в сети стали появляться кадры с камер наблюдения. В первом видео девочки в продуктовом магазине. На кассе они в компании взрослого, высокого, худощавого мужчины. Как выяснилось позже, у него девочки попросили семечки и газировку. Он купил. Из магазина они вышли тоже втроем. Больше детей никто не видел. В обед 7 сентября появилась информация. Обеих девочек нашли мертвыми. Информацию подтвердили в поисковом отряде Лиза Алерт, а после в следкоме. В ведомстве сообщили, подозреваемый 41-летний житель города Мыски. Тут же в СК показали первые кадры из дома, где он убил своих жертв. Чуть позже появилось видео самого подозреваемого. На кадрах он говорит, просто угостил детей сладостями, а потом они вместе покормили голубей и разошлись по домам. Спустя какое-то время он все-таки признается, изнасиловал и задушил 10-летних девочек. Он сам привел полицейских на место, где спрятал тела детей. Главный подозреваемый – ранее судимый Виктор Пестерников. По информации регионального следкома, в апреле 2009 года его признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера». Преступление он совершил в отношении несовершеннолетнего. Судья отправил Пестерникова в тюрьму на 10 лет. Из колонии он вышел в апреле 2019 года. Его соседи рассказали корреспонденту, что в том самом частном доме Большой Дачной Пестерников стал появляться только последнюю неделю. По их словам, он снял это жилье. До этого его часто видели у продуктового магазина на улице Новостройка, 13, в том числе с детьми. Как пишут киселевчане в соцсетях, мужчину местные называли дядя Витя. Дети его якобы тоже знали, и никто не забил тревогу, что некий дядя Витя клеится к детям. О прошлом рецидивиста со стажем, его бывших женах, а также о погибших девочках, их семьях рассказала жительница Киселевска Ирина Соколова. В Прокопьевске есть поселок Ульяновка. Так вот, до 2008-2009 годов Пестерниковы крышевали Ульяновку, рассказывает Ирина. В эту банду входил и Виктор, и его мать, которая отбывала срок за мошенничество, а также его сестра с мужем. Рассказывали, что это семейство никому не давало проходу. Порой люди не могли спокойно подойти к своему дому. Та же сестра Виктора
Просто могла подойти, взять человека за шкирку и швырнуть об землю. Криминал в поселке процветал жуткий, Пестерниковы были смотрящими. В 2009 году Виктора задержали за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он изнасиловал мальчика. Это при том, что у него была жена и 2 детей. Пестерникова поместили под домашний арест. Он сидел дома с браслетом на ноге. Потом получил 10-летний срок. Попал в исправительную колонию строгого режима номер 44 в Белово. В поселке Ульяновка, между тем, начали сносить дома. На каждого члена семьи выплачивалась компенсация. Мать Пестерникова купила Виктору квартиру на Красной Горке. Сестра с мужем тоже получили жилье, но вскоре спились, ушли один за другим, а мать до сих пор там живет. Когда Пестерников попал в колонию, одному его ребенку был год, второму 2,5 года. Вскоре жена с ним развелась, поменяла себе и детям фамилию и уехала из региона. Никто не знает, где она теперь живет. Пестерников, выйдя из колонии, через какое-то время продал свою квартиру и купил жилье в городе Мыски. Знакомые считали, что он переехал туда, где его никто не знал. Уж больно статья, по которой он отбывал наказание, была страшной. Устроившись на работу, он познакомился с женщиной из Новокузнецка. Виктор мог быть обходительным, пустить пыль в глаза. Женщина ему поверила, они стали жить вместе. Про его жуткое прошлое она ничего не знала, у нее была 8-летняя дочка. Однажды Виктор взял девочку с собой на рыбалку, это было в Новокузнецком районе, и там на реке Пестерников пропал. Ребенку пришлось одной выходить на дорогу, идти около 4 километров пешком. Гражданская жена Виктора пребывала в шоке. Предположив, что он мог утонуть, она подняла тревогу. На ноги были подняты волонтеры, которые прочесывали берега реки. Через неделю Пестерникова обнаружили в больнице, у него случился микроинсульт. Тогда же и стало известно, что он отсидел 10 лет за изнасилование ребенка. Гражданская жена ушла от Пестерникова. Виктор был прописан в Мысках. Там стоял на административном учете, ходил отмечаться в отделение полиции, а потом вдруг всплыл в Киселевске. От Красной Горки, где у него живет мать, до нашего микрорайона, где расположена обувная фабрика, на автобусе остановок 8. У нас на Большой Дачной улице он снял дом. Аренда подобных халуп в этом районе около 3-4 тысяч в месяц. Причем хозяин не знал, что в его доме кто-то живет. Он там практически не бывал, только приезжал окучивать картошку. Дом сдал его брат, рассказывает один из местных жителей. Что можно сказать о девочках? Родители у Ульяны были в разводе. Она жила с братом и мамой. Отец периодически брал ее к себе. Девочка была очень хорошей, усидчивой, занималась бисероплетением. Вторая девочка, Настя, была напротив, очень шустрой. Одна из ее вожатых вспоминала о ней как о гиперактивном ребенке. Настя маленькая, худенькая, но энергия в ней била через край. Она была заводилой в классе, вообще не могла усидеть на месте. Летом, когда поехала в лагерь, участвовала во всех конкурсах, со всеми охотно знакомилась. Рассказывали, что Настя стояла на профилактическом учете за то, что стянула из магазина кроссовки. В семье у них было 5 детей, Настя была самой старшей. Один малыш отравился молоком и умер. У нас судачили, что горе-мать могла ему что-то подмешать в бутылочку, например, алкоголь, чтобы он уснул и не досаждал ей. Потом в семье погиб еще один мальчик. Как Настя рассказывала, малыш часто плакал по ночам, маму это раздражало. От мамы, впрочем, доставалось всем детям. Сейчас вот и Насти уже нет в живых. У этой женщины осталось 2 детей. Скорее всего, органы опеки будут изымать деток из семьи. Ирина говорит, что у них во дворе сложилось впечатление, что Виктор Пестерников знал мать Насти, знал, что она пьет, что за маленькими детьми присматривает бабушка, а старшая девочка практически беспризорная. Скорее всего, он Настю выслеживал. Его очень часто видели с девочкой во дворе. Он сидел, наблюдал, как она играет с ребятишками. Рассказывали, что однажды Пестерников по решеткам на 1-м этаже попытался забраться к ним в квартиру. Около 25-й школы стихийно возник мемориал. Жители города приносили цветы, игрушки, приезжали на такси даже из другого конца города. Около портретов девочек оставляют сладости. То, что произошло, шок для всех. Рассказывали, что 6 сентября, когда дети сидели в столовой, Настя была очень веселой, шутила и смеялась. Тогда никто не думал, что видит ее в последний раз. Девочка была очень открытой, поверила этому дяде Вите, а Ульяна пошла с ней за компанию, чтобы поддержать подружку. С ними в тот вечер были еще 2 мальчика. Этот изверг купил детям сладости, семечки и позвал их в шалаш кормить птиц. Мальчики отказались, а девочки пошли. Втроем они двинулись к торговому центру Кручар. Там Пестерников поймал такси и повез девчонок к дому, который арендовал.
Ирина рассказывает, что 6 сентября начали искать сначала только одну Ульяну, потому что именно ее мама первой заметила о пропаже ребенка. Мать Насти в это время пила в деревне Александровка. От Киселевска туда нужно ехать на 2 автобусах примерно 1,5 часа. Вроде у них там дача была. И только 7 сентября утром, когда посмотрели видеозаписи с камер наблюдения и увидели, что вместе с Ульяной была и Настя, а с ними и дядя Витя, волонтеры отправились в Александровку и нашли там мать Насти вдрызг пьяную. Сказали ей: «У вас ребенок пропал». Она едва смогла ответить: «Какой ребенок?». Этот изверг представился водителю такси как дедушка девочек. Таксист, скорее всего, и сообщил о нем, показал дом, куда отвез детей. В Киселевске этого дядю Витю никто не знал. Первыми его нашли местные жители и волонтеры. Едва не устроили над ним самосуд. Его спасло только то, что приехала полиция. Жители ожидают, что суд отправит Пестерникова в колонию до конца его никчемной жизни, а также сожалеют, что в России действует мораторий на смертную казнь. После произошедшего преступления СКР возбудил еще одно дело по факту халатности. Подозреваемыми по нему проходят инспектор по осуществлению административного надзора и начальник ОУП и ПДН отделения МВД по городу Мыски. По версии следствия, они не проводили должный надзор за Пестерниковым после его освобождения. Помощник судьи сообщил, что последнее слово Пестерникова пройдет за закрытыми дверями. Узнать, раскаялся он или нет, общественность сможет только в том случае, если судья включит этот момент в резолютивную часть приговора. Подсудимого завели в зал судебных заседаний. Больше года он уже находится под стражей, но, как сообщил нам источник в силовых структурах, остаток жизни он может провести в колонии. По крайней мере, гособвинение потребовало назначить ему именно такое наказание. Похоже, те, кто надеялся, что Пестерников умрет в тюрьме, будут удовлетворены. Мать одной из убитых девочек рассказала нашему корреспонденту, что была на предыдущих судах. Раскаяния со стороны Пестерникова она не видела. Он не просил у родных прощения, во время заседаний сидел спокойный и только тихо отвечал на вопросы. Это мы 7 сентября 2021 года девочек хватились, и его поймали, а если бы нет, сколько бы он еще горя натворил. Врагу не пожелаешь такого пережить. Берегите детей, очень прошу, берегите, добавляет еще одна родственница погибшей. Мать убитой девочки сказала, что они бы хотели самосуда, чтобы его отдали родственникам, и те сами сняли с него шкуру. Слушателей пригласили в зал. Там уже находился судья, адвокат, прокурор, приставы и сам Виктор Пестерников, который старается не смотреть на собравшихся. Началось оглашение приговора. Судья признал Пестерникова виновным в двойном изнасиловании и убийстве, а по совокупности преступлений приговорил его к пожизненному лишению свободы, а также принудительному лечению в колонии особого режима. Помимо этого, он будет обязан выплатить 2 миллиона рублей компенсации в отношении одного из потерпевших и 500 тысяч рублей в отношении другого. После оглашения приговора Пестерников коротко поговорил со своим адвокатом. Обжаловать решение он не собирается. После того, как всех попросили покинуть зал, адвокат убийцы спешно покинул здание через черный ход. Сторона гособвинения отмечает, что они просили пожизненное лишение свободы по каждому эпизоду, но судья не удовлетворил это прошение. За изнасилование и действия насильственного характера он назначил Пестерникову 17 лет лишения свободы, за уклонение от административного надзора 6 месяцев и только за убийство приговорил к высшей мере наказания, действующей в России. Пишите свое мнение в комментариях насчет данной истории. Как вы думаете, справедливо ли наказание для такого чудовищного изнасилования и убийства 2 маленьких девочек? Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.